Предупреждаю, это видео было записано на коленке за полчаса до самого подкаста, поэтому как вопросы, так и поведение было довольно странным и скомканным. Но если что, пишите комментарии, это тестовый формат. Если понравится, будем улучшать. Привет еще раз тогда. Привет. Спасибо, что А, позвал. Спасибо, что пришел. Давай тогда с первых вопросов начнем. Как тебе в целом пришла идея начать стримить? Ну смотри, я сидел дома, я на самом деле был человеком отреченным, в принципе, от людей, вот, и мне не хватало общения, наверное, поэтому я всегда грезил о том, чтобы стримить. Так. Вот, я совсем мелкий был и уже тогда понимал, что это мое. А ты можешь примерно вспомнить, когда первый твой стрим был? Ну, хотя 2016 год, 31 декабря. ты прям реально запомнил. Да. Круто. У меня еще запись лежала на YouTube-канале, глаза мне мозолило. Вот, он был там в 0,5 FPS где-то. Мгм. Вот, очень, очень плохо было. Это было с DSL роутера, с ноута очень слабо. Ну вот, Короче, кстати, по поводу девайсов, мы сейчас, скорее всего, еще вернемся к этим вопросам. Так, ну, я, опять же, объясняю, для тех, кто это будет смотреть, мы быстренько сейчас проводим такие вопросики, чтобы он там ответил. Я просто не отвлекаю его, он как бы стримит, и сразу отпущу человека. Вот. Поэтому и на том спасибо, что нашел вообще хоть минутку, чтобы выделить ее. Вот, давайте тогда ко второму вопросу. Что в целом на твоих стримах происходит? То есть, ну, ты, допустим, запускаешь, и что в целом вот твои подписчики могут увидеть, к примеру, игры, ИРЛ, может, больше происходит на стримах? это немного сложнее. Это не вписывается в рамки конкретного одного слова, типа ИРЛ или игры или что-то еще. Это вот как в фильмах есть такая кривая интересности, вот она там в каком-то моменте Так. нарастает, нарастает, и вот к концу чуть-чуть спускается. Вот, вот в этих рамках я стараюсь мыслить, делать вначале подводку, что-то, какое-то действие основное, Мгм. и как-то заканчивать это. Вот. С концовками у меня пока не очень, вот, я стараюсь. Ну, в целом, я Я так придаю понимаю. этому такую концепцию, знаешь, не знаю, какой-то уникальности. Это я так самовыражаюсь творчески. Мгм. Вот так вот. Понятно, понятно. То есть, получается, у тебя в целом можно на стримах вообще все что угодно увидеть. И релы, и фильмы, и И прикол, рыбалку, и рыбалку, и приколы какие-то. То да. есть рофлы. А, так, отлично, отлично. Как ты вообще в целом можешь охарактеризовать тогда свои стримы? Если уж мы зашли на такой вопрос. Может быть, что-то изменить хотел. Вот мой второй подход, и который продолжается по сей день, к стримам, начинается с 2020 года, и я тогда очень увлекался стримами Жожо ХФ. Мгм. Когда он был еще в Армавире, мне очень нравилось, и как он визжал, как был типа неадекватным. Вот, и всем это нравилось, я подумал, блин, я тоже буду всем нравиться, если я буду неадекватным. Но не получилось, я просто фрик. Вот, и на самом деле я вот за 4 года отошел от этого чуть-чуть, чуть-чуть. Хотя нет, ну, скорее всего, процентов на 50. Мгм. Вот. То А есть, вот вторая половина такая теневая. то есть Вот у меня сейчас у тебя остается, осталось это, да? да, фриковатая. Я люблю там повизжать иногда все-таки. Мгм. Так, хорошо. Тогда, как думаешь, чего в целом может быть не хватать на твоих стримах? Допустим, тебе кто-то что-то пишет, ты этого, может быть, не замечаешь. Может быть, ты сам где-то пересматривал какие-то свои моменты и думал, вот было бы круто добавить себе на стрим, на заметку Я вот взять. иногда пересматриваю свои записи, я думаю, бля, как это можно смотреть вообще? Эм, Мгм. Я вот в последнее время начал очень часто молчать.
потому что какое-то внутреннее ощущение появилось, что я какой-то кринж говорю постоянно. То есть моментами И пролетает такое, да, мысль? да. И поэтому я замолкаю, в общем. Вот, но я стараюсь это фиксить как-то. Не знаю, настроение искать. Мгм. Прорабатываю. Ну, то есть работа в любом случае как-то ведется. Если раньше ты, к примеру, был каким-то, скажем так, фриковатым типом, то сейчас уже ты немножко поменял взгляд, я так понимаю. Да, да. Работа идет постоянно. Я постоянно думаю о стримах. Я одержим. Серьезно. Да. Ам, Так, вот если так подумать, то в целом для тебя значит Twitch? Может быть, папки, может быть, респект какой-то от знакомых, от друзей. Может быть, ты хочешь какого-то признания, может быть, общения. Вот, что конкретно ты для себя выделяешь? Для себя я выделяю... Я постоянно смотрю на своих сверстников, которые проживают свою жизнь так, как они хотят. Весело там, может, иногда тусуются или что-то типа того. Мгм. Вот, я хочу, чтобы моя жизнь для меня была веселой. И мне нравятся стримы, поэтому я и самовыражаюсь через это, и провожу так досуг. То есть, по сути, можно сказать, что для тебя это некое творческое, Для меня это некое жизнь, творчество, жизнь. если Прям. обобщить. Ну, понятно. То есть, если взять условно там какого-нибудь художника, у него это вся жизнь это рисование, для тебя вот именно стриминг. То есть ты прям очень много сил к этому, ну, этому отдаешь. Да. А у тебя никогда не было такого, что ты там, может быть, какие-то понятия начинаешь путать именно стриминг и жизнь? То есть моментами не проскальзывала такая мысль, что типа я же сейчас не стримлю, типа почему я себя так веду? Ам, Это, безусловно, повлияло на меня и очень сильно отразилось на отношениях, что, ну, на романтических отношениях. Мне Мгм. пришлось корректировать свое поведение в целом, и на стримах в том числе. Мгм. Вот. В чем конкретно это выражается, говорить я, ну, не очень хочу Ну, распространяться, но такое ну было. да, да, да. Да. Тут как бы уже твое право. Ну, то есть, если подытожить, у тебя получается, что для тебя стрим? Это, грубо говоря, вся твоя жизнь, даже если без учета того, что там тебе кто-то платит бабки за это. Для тебя это Да. просто время провести отлично. Ну, не просто. Совсем не просто. Я даже думаю, это что-то на грани безумия какого-то. Я же говорю, одержимости. Мгм. Я думаю, иногда мое занятие мне для самого себя кажется каким-то, знаешь, ненормальным. Чуть-чуть, Мгм. моментами. Вот Ну, так. надо бы подзадуматься, если уже прям настолько одержим. Так, и вопросик такой. Что ты будешь делать, если вот, допустим, мы все в курсе прекрасно, что сейчас из-за санкций Twitch перестал выплачивать бабки и так далее. Там и раньше с этим проблемы были. Вот, допустим, тебе ни донаты, ничего не приходит, а ты, допустим, знаешь, что тебе нужно за квартплату оплатить и так далее. Что ты будешь делать тогда? Вот не приносит тебе этого. Но ты, допустим, закончил обучение, ты уже ну, взрослый человек, скажем так, тебе нужно работать. Э, Будешь ли каким-то образом ухищряться так, чтобы выкраивать момент, чтобы просто постримить? Либо ты просто переключишься на работу и в свободное время будешь это делать? Бля, у тебя каждый вопрос резонирует с тем, о чем я думаю на досуге постоянно. И Ну да, я примерно... вот это вопрос, на который я сам для себя пока не могу найти ответ, либо я его просто не хочу, ну, я понимаю на подсознании Мгм, ответ на него, но я не хочу его озвучивать для себя. мгм, Вот. Я бы не хотел, короче, переставать стримить, в принципе. мгм. Но Вот. я так понимаю, если бы
оно каким-то образом вообще, ну, стопнуло тебе оплату. То есть ты, грубо говоря, можешь просто сидеть и стримить просто в никуда. То есть, условно, представь, что у тебя один зритель, это там бот какой-нибудь, и ты стримишь вот так по 5-7 часов. Оплаты коммуналки нет, жена, дети и так далее. То есть ты в любом случае, я так понимаю, ну, пока не можешь сам даже для себя ответить на этот вопрос. Ну да, Мгм. мне сложно, я еще ребенок, мне кажется. Ну, довольно взрослый уже, скажем так. Так, что у нас там по следующим вопросам? Как ты думаешь, почему... Ты же, наверное, замечал, что на Твиче есть очень много людей, кто сидит на одного зрителя, на одного, там, до 3. Как ты вообще сам думаешь, почему их так много и почему они ничего с этим не делают, чтобы их стало, ну, допустим, зрителей стало больше? И мог бы ты совет им какой-то дать? Так как ты давно А, стримишь? Если брать весь Twitch, то на самом деле я вот примерно возле них. Я даже без округления, я прям дышу им. Точнее, они дышат мне в затылок. То есть прям Они очень прям вот близко. здесь, поэтому, наверное, советы от меня это немного некорректно. То есть, по сути, я так понимаю, за это время, ну вот с 16 года, ты набрал себе какую-то базу людей, но при этом вы не особо друг к другу прям сильно 4 отошли. года еще откидывая нахуй, я 4 года не стримил Хм, Ну да. из этих 8. Так, ну, Получается. совет ты какой-то можешь им дать вот в целом, если рассматривать? Ну, вот что, вот есть какой-то, я не знаю, Ивашка, допустим, какой-нибудь, да, Максимка, которому там 17-18 лет, он прям горит, но при этом он там стримит уже много месяцев, много времени на одного человека. Что можно ему сделать вообще? Вот ты бы как Дружить. поступил? Дружить с нужными людьми. То есть, я так понимаю, подсасываться кому-то? Дружить, Мгм. не подсасываться. Так, хорошо. Если поразмышлять, что, по-твоему, будет с Твичом? Вот мы сейчас заглядываем в очень какое-то далекое будущее, но вот сам понимаешь прекрасно, к чему это сейчас приводит. Уже потихоньку это идет, с ужесточением правил, с отменой выплат каких-то. Вот чисто гипотетически, как ты думаешь, что может произойти с Твичом через 5-10 лет? Если все будет только ухудшаться, ну вот, как в данном случае происходит. Просто мысли какие-то есть на счет этого? С точки зрения компании, на самом деле, Twitch для Амазона, вроде как он убыточен или около того. Да-да-да. Там сокращают сотрудников, целые регионы отключают. Ну да, вот, Поэтому по-моему, я не знаю. по-моему, Я новость очень недавно была. сомневаюсь в жизнеспособности Твича на протяжении 5-7 лет. Очень сомневаюсь. Если рассматривать с точки зрения того, каким он будет в России, ты это имел в виду? Или вообще в принципе? Ну, если рассматривать именно вообще в принципе, то он пока живет. Я не скажу, что там прям все плохо, но вот именно СНГ регион, что с ним будет вообще? Потому что если брать, к примеру, ру-сегмент именно из россиян, кто в России живет конкретно, если условно им прямо сейчас вот так вот по щелчку пальцев отключить Twitch, то очень много зрителей упадет, тем более они платежеспособны очень сильно. Хоть там и многие говорят, что ну, это не так. Но по сапкам, даже если смотреть, они ну, очень много покупают. Вот я так понимаю, что через 5-10 лет ты думаешь, что ну прям плохо все с ним будет, да? Если он вообще выживет именно из СНГ региона. Я говорю, что я сомневаюсь в жизнеспособности Твича. Я думаю, что-то Amazon предпримет, там же не совсем дебилы сидят, они не оставят, ну не пустят это на самотек. Я думаю, Но я не знаю, вот наверное, что-то придумают. Если не придумают, будет плохо. как раз новость даже недавно, по-моему, выходила. Это, по-моему, пару месяцев назад было, что там Twitch как раз-таки уволил 500 человек. И если раньше у нас условно было несколько менеджеров по разбану, по-моему, потом он остался один на весь СНГ, сейчас их вообще нет. То есть, по сути, ты даже сам себя, ну, не можешь какую-то опилку нормальную написать, чтобы тебя разбанили. Это прям срок увеличивает очень сильно.
конечно, прям все довольно плохо. Так, и немножко отвлечемся, в принципе, от Твича, от его будущего. Что нужно делать с выгоранием? Допустим, люди стримят, не видят какой-то выхлоп и так далее. Они просто, ну вот, видят какие-то одинаковые цифры. 1, 3 зрителя, 2 зрителя. И он много усилий к этому прилагает, чтобы хоть из каких-то цифр вылезти. Но при этом ты сам, наверное, сталкивался, как и я, с выгоранием. Ты, наверное, знаешь, что это такое, скорее всего. И вот что с ним можно делать? Как ты думаешь? А, Выгорание не лечится каким-то отдыхом, отпуском. Это над этим надо работать в первую очередь. Мгм. А Надо каким... находить причины внутри себя, какие-то глубинные, которые ставят под вопрос а, само, а, саму жизнедеятельность твоего занятия. Мгм. Типа заниматься этим или нет. Взвесить это все четко, все за и против. Если, если ты хочешь, ты найдешь все за, чтобы не переставать этим заниматься. Я думаю, То есть вот это нужно, исчерпывающий ответ. по сути, нужно работать с первой причиной выгорания. Я так понимаю, что э, нету как такового совета в целом, да? Ну, что с ним делать конкретно? Я так понимаю, просто нужно как-то прорабатывать его. Ну да. Так, хорошо. Вот давай сейчас, опять же, представим чисто гипотетически, опять же, прямо сейчас у тебя на стриме, вот ты стримишь там, допустим, не по 10, не по 30, не по 40 часов, как это вот сейчас происходит на данный момент. Кто не понял, про что я говорю, у человека сейчас третий день идет бесконечный стрим, ну типа, вот. А, Допустим, у тебя прямо сейчас 10 тысяч зрителей. Каждый день, Допустим. вот, допустим, они каждый день, они ежедневные, и они никуда не уходят там. Ну, представим, от 7 до 10 тысяч. Вот какие у тебя будут планы в таком случае на будущее, если у тебя есть вот такая возможность, да, в виде фолловеров и так далее, люди, которые тебе донатят? И как ты думаешь вообще развиваться дальше? На самом деле вот здесь очень хорошую, наверное, мысль высказал Хованский. Нужно пользоваться всем этим, потому что зривы уйдут, в общем-то, в каком-то через какой-то промежуток времени. У тебя останутся твои Так. виноградники и квартиры в Москве. Ну, Ну, то есть вкладываться жилплощадь, во что-то. наверное, это самый глупый способ, ну, типа, самый тупой, вот так. Самый Мгм. тупой способ сберечь капитал. Но как-то надо, блядь, с деньгами С деньгами работать. взаимодействовать. Ну, я не знаю, я честно не скажу, что прям такая, ну, проблема с этим. Если условно ты берешь там, ну, за все время ты накопил ты там на 34 квартиры, ты их сдаешь, и сам условно еще живешь в какой-то своей же квартире, не будет ли логичнее, ну вот, тогда вкладываться в квартиру, если с учетом того, что, к примеру, там двушка, трешка, она стоит там условно 5-10 лет назад она стоила там, ну, условно 5 миллионов, сейчас она стоит там 15 миллионов. Или просто ты думаешь, А можно бизнес открыть. вот тут Бизнес, уже, просто бизнес. да, тут уже поинтереснее, конечно. Ну, я так понимаю, куда-то в материальное что-то. То есть, чтобы что-то у тебя уже было. Ну, типа, да. Как, типа, как А подушка если, безопасности. а если с моральной точки зрения, Мгм. типа, м, ну вот мне теперь не нужно работать там, например, то я бы, наверное, также продолжал стримить, хотя 1010 зрилов это многовато, по-моему, очень. Очень многовато. Не, ну мы сейчас представляем с точки зрения, вот смотри, у тебя 10 тысяч зрителей, они тебе приносят хоть какой-то доход, да? Ты, допустим, предлагаешь вкладываться в бизнес. Я так понимаю, даже если его прямо сейчас начать открывать, тебе нужно будет с самого начала его как-то вести. Каким образом это будет происходить вообще в целом, если ну, ты хочешь и стримить одновременно, и вести бизнес еще? Либо как-то совмещать. То есть, ну, не знаю даже, как правильно объяснить. Я к тому, что э, можно ли каким-то образом сделать так, чтобы
не убивать время на то, вот про что ты говоришь. Там на какие-то бизнесы, чтобы ты вот как ты хочешь стримил дальше. Ну, конечно, придется немного урезать время стримов и компенсировать это какой-то интересностью контента, Мгм. безусловно. Но я думаю, здесь можно сбалансировать как-то все равно, как-то выкроить время. Я не думаю, что это прям, что я не смогу найти там часа два за 2 дня выкроить себе. Ну, иначе это, наверное, очень сильная мозгоебка. Тогда реально проще просто хаты сдавать. То есть, ну да, да, вообще это намного выгоднее. Ну, смотри, если, допустим, ну, опять же, вот эти 10 тысяч человек, думаешь ли ты как-то развиваться параллельно с этим? То есть увеличивать количество зрителей, либо количество подписчиков на Ютубе, еще где-то, чтобы у тебя хоть какой-то бэкграунд в виде там подписчиков твоих любимых друзей оставался. Ну, тут уже, как сказать, Ну, уже допустим, я тебе, вопрос ценностей. да, я тебе Мне просто, лично это не надо. я тебе просто попроще объясню, смотри, если, допустим, вот взять любых стримеров, типа Парадеевича, Кореш и так далее, они снимали какие-то видосы, перешли на Twitch, потом начали опять снимать видосы и сейчас реже стримят. Тот же Мистер Бист, к примеру, да, снимает большое количество видосов, но опять же, вот мы берем, допустим, того же Мистера Биста просто чисто гипотетически. Допустим, он стримит, у него там какое-то количество зрителей есть, и они пошли видосы его смотреть. Будешь ли ты как-то вот в таком плане развиваться в медийке? Либо, ну, я не знаю, чтобы не терять, скажем так, именно общение как-то со своими фолловерами, подписчиками, фанатами, может быть. Или ты просто будешь Мне стагнировать? интересно только постримить. Мне нахуй не упало какие-то Мгм. ютубы вести. Что-то типа того. Мне вот в чате пишут, типа, иди, блядь, соси яйца, чеши яйца, и все. Да, Мне да. больше не надо. Ну, нет, ну чуть-чуть больше надо, чтобы что-то, Вот, какая-то кстати, копейка была. по поводу этого юмора, вот следующий вопрос буквально сразу же. Почему твой стрим узконаправленный? Ну, то есть шутки, юмор какой-то, рофлы. Почему, допустим, условно есть какой-то, скажем так, круг людей, который это понимает, если зайдет какой-то рандомный чел, он этого не поймет. Почему у тебя именно юмор вот такой? Почему ты не работаешь, допустим, на более обширную аудиторию? Или ты хочешь... Более обширная аудитория, это, ну, шутки должны быть тупее, чтобы Да здесь дело их не, поняло не в больше шутках. людей. Здесь дело не в шутках. Здесь дело в контенте. Ты же понимаешь, о чем я говорю, да? То есть в токсичности во всей этой теме. Если У там этого условно... тоже своя аудитория, и суть в том, что на таком контенте намного сложнее заставить человека удержаться. Он просто барахтается в чате, бля, брыжет слюной, Мгм. желчью. Типа, стрим говно. Вот. Ну да. Так, если тебе предложат постричься за бабки или сделать какой-то трэш-контент, у тебя есть какой-то потолок по сумме? Ну, допустим, говорят тебе, закину прямо сейчас 50 тысяч долларов. Либо же у тебя есть какие-то, скажем так, границы того, что ты можешь сделать. Либо ты готов на все ради контента, либо там ради бабок. Я могу... У меня сейчас прямо стоит сбор 50 тысяч на то, чтобы постричься на лысо. Мгм. Но я думаю, это единственное, что я готов сделать. Я даже сожрать яйцо со скорлупой сырое не готов, мне кажется. Ну, то есть постричься на лысо за 50 тысяч рублей прям нормально. Таких пару... Ну Ну, да, да, ну вот подрастут. давай тогда сразу, не ходя далеко прямо от вот этой темы. Есть ли у тебя что-то по стримам именно, что ты вообще в целом не готов делать? Либо там не рекламировать кого-то, либо не уходить прям в откровенный трэш-контент какой-то. Просто ты говоришь про удержание и так далее. Вот, допустим, я не знаю, вдруг ты готов на многое, чтобы удержать, допустим, аудиторию. Я не готов стримить для детишек.
Мгм. Вот подростки там, типа, 16-23. Ну, 16 плюс, типа. Ну да, 16 плюс, окей, Мгм. нормально. Меньше? Нет. Просто нет. Они сильно тупее, они делают тупее меня, я чувствую это. Пишет какой-нибудь там Артем 2487. А, Иди, блядь, в Roblox поиграй, шкивиди туалетный режим. Ну нет. Нет, мне Блин. сильно больше лет, чем тебе. Ну ладно, не сильно, но все равно. Ну да, да, да. Извини, Ну тут только соглашусь, как-то... да. Ну вот смотри, если брать именно трэш-контент, вот там Валентин Депутат или как его зовут? Я сегодня, кстати, у тебя на стриме об этом спрашивал. Ну, у именно чуваков, которые у тебя на стриме сидели. Мопс Дядя Пес и так далее. Вот Мылстрой тот же. Готов ли ты вот становиться таким же типом, тот же Рифлай, который сел сейчас, сидит? Готов ли ты становиться там, опускаться до их же уровня, чтобы удерживать аудиторию? Вот сейчас объясню, короче, что я имел в виду. Вот, вот я, короче, вот на прямой. Мгм. Вот я, вот, например, вот эти вот стримеры-блогеры, которые ориентируются на детишек, и вот дальше уже идет трэш. То есть, если я до вот этого не готов опускаться, То есть, то туда тем более. да-да-да, все, вот теперь понятно. То есть по трэш-контенту уже... м, На Ну, типа трэш-контент уже... полный откат. Да-да-да, ну я понял. Это я просто для чего спрашиваю, потому что, ну, скорее всего, некоторые даже не поймут, почему здесь дети, если там вопрос про трэш-контент условно. Потому что трэш-контент обычно это 16 плюс категория, там прям взрослые люди донатят, чтобы условно того же мопса там пинали ногами и так далее. То есть прям, ну, что мы осуждаем, в принципе. И так, тут осталось буквально несколько вопросов. Если... Так, секунду. Как стать популярным при условии, что ты совмещаешь стримы с работой? Представь, что ты сейчас работаешь кем-то где-то 5 на 2 по 6-8 часов, и каким образом совмещать это и не выгорать? Ну, блядь, ну вообще смотря кем работать. Ну, допустим, работаешь ты продавец-консультант, там неважно, менеджер по продаже, директор. Разницы нет. Не на заводе. Давай так. Это попроще. Хуй знает. Первое морально убивает сильно, второе, ну, завод имеется в виду физически, и хуй знает, что из этого хуже. Ну, вообще считаешь, возможно это? Работая на какой-то обычной работе, становиться популярным и совмещать Ну, стримы с работой. это сильно осложняет, но если ты очень смышленый чувак и Хм. очень подкованный в общении, то, наверное, да, возможно, все возможно. Мгм. Так, отлично, хороший ответ. Даже интересно. Так, последние пару вопросов. Есть ли у тебя какая-то цель в жизни? Если да, то вообще в целом она какая? То есть, что конкретно ты хочешь достичь в жизни? Неважно, стриминг, не стриминг, неважно. Вот самое главное, что ты хотел бы за всю свою жизнь успеть. Ну, ну смотри, через лет 5 условно, я подумаю, я вот вспомню то, что я сейчас говорил, подумаю, бля, какой же Какую же херню несет, да? дурачок, Типа. да, чё он несет, блядь. Вот, у меня ценности сменятся, у меня сменится вот эта цель, которую я бы хотел достичь. Ну да, Но это понятно. Но на данный момент, да. на данный момент я рефлексирую о том, чтобы меня сделало счастливым. И, ну, вот я стримлю. Вот бесконечный стрим, ну, буквально отражает мой, мой ответ на твой вопрос. То есть твоя цель просто это, ну, стриминг. Да, прикольно провести время. Прикольно провести время. Но получается, твоя цель, я правильно понимаю, твоя цель бесконечная, но в плане того, что Моя ты... цель быть счастливым. Мгм. Твоя цель быть счастливым. Отличный ответ. Но, вот опять же вопрос, он не законченный, потому что
к примеру, ты говоришь, моя цель быть счастливым, но в чем заключается счастье? В том, чтобы, ну, опять же, мы исходим из того, что есть вопрос по поводу того, что в чем конкретно цель. Вот ты постримил, хорошо, но это твоя цель, получается, каждый раз заново начинается, правильно? От стрима до стрима. М, Есть там вот такой порог, Ну допустим, смотри. типа, цель набрать там, я не знаю, 1 000 000 подписчиков, цель набрать там в ТГ 3 миллиона подписчиков. Либо цель найти крутых кентов и чтобы все было, ну, как-то этот, не знаю, скажем так, чтобы круто было. Ну все вот, что ты называешь, ну почти все. Это такие цели. На будущее. А нет, даже. Ладно, хуйню несу. В общем, счастье заключается в том, чтобы делать только то, что меня делает счастливее. Все. Меня делает счастливее стриминг. Я Мгм. стримлю. Мгм. Просто вообще стримлю. Мгм. То есть, И ну, я понял, да. То есть цель по сути получается. сейчас я счастлив. Вот. Да. Вот я даже знаю, что у тебя в чате сейчас напишут, но я все равно это скажу. Смотри, немножко разница в том, что, ну, типа, цель и быть счастливым. Если тебе говорят, допустим, какая у тебя цель в жизни, типа, заработать на дом, заработать там еще на что-то. Это Счастье, материальная ценность. счастье, Материальные цели. Вот. материально. А в чем Если материальность ты имеешь в заключается? виду материальные, ну, блядь, бабки, вещи. Мгм. Ну, то есть у тебя они такие более начальные, ты пока еще сам не сформировал, я так понимаю, для себя. Потому что Ну да. обычно люди Я и говорят, говорю, что... я это обдумываю, рефлексирую сейчас. Так, ладно, хорошо, не буду заебывать тебя этими вопросами. Так, есть ли какой-то порог, до которого ты будешь стремить? То есть какой-то порог возраста, возможно, для тебя стоп-сигналом будет семья, может быть, работа, которая тебе предлагает там условно 150 тысяч в месяц и там карьерная лестница какая-то. Есть какой-то вообще порог? Порог. Ну, я думаю, я закончу стримить при условии того, что я не смогу это совмещать с работой, которая будет давать мне бабки на то, Большие чтобы, бабки. блядь, ну, небольшие, но чтобы их хватало для того, чтобы давать родителям, помогать. И Мгм. себе помогать, короче. Так. Не умереть с голоду. Вот этот порог. Мгм. А возрастного или какого-то другого нет. Больше нет. Это единственный порог. То есть даже если, по сути, у тебя там... Ты женишься, у тебя дети появятся, ты все равно будешь стримить и работать одновременно. Ну, ты вот, если порассуждать так, ты бы хотел бы. Да, да. Вот, Я бы хотел. да-да. Так, и осталось буквально пара бонусных вопросов. Я их написал буквально, ну, типа, все вопросы, которые ты сейчас слышал, они были написаны буквально за 10 минут, поэтому если вдруг кто-то в комментариях там напишет или в чате напишет, что говно вопросы, пожалуйста, не срите, потому что э, те вопросы, которые я изначально прописывал, я папку почему-то найти не могу. Поэтому пришлось заново из головы брать. Так, первый бонусный вопрос. В чё- э, Что в жизни у тебя такого должно произойти, чтобы ты бросил стриминг? Он как бы прерывает, ну, перекрещивается, скажем так, с тем же вопросом, который был до. Но, допустим, кроме работы, чтобы ты вот прям бросил именно. Это же как получается как порог стриминга, а здесь ты прям бросаешь. Вот, возможно, какая-то ситуация в жизни должна произойти. Например, у меня... Ну, не знаю, болезнь, может, родственники что-то там. Может быть, тебе жена говорит, что типа не стрим больше никогда. Типа заебал деньги давать. Вот что-то такое. Типа, мы чё, блядь, с твоими 100-рублевыми донатами питаться будем или чё, блядь, давай. Ну вот отчасти вот это, отчасти еще, короче, я себе представляю вариант, вот сейчас он, ну вот первый, который пришел на ум, это то, что, Так. например, мне за больными родителями нужно будет ухаживать. Мгм. Вот, это
То есть ты бы прям сразу бросил стриминг? Вообще навсегда? Да, я бы в настроение нужное больше не вошел, я думаю. Мгм. Да. И Глубоковато в нах каком-то игрушки, плане. Когда горе когда у какое-то тебя там происходит. мама, блядь, умирает Ну да, 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 от рака, согласен. блядь, и от деменции. Ой, ладно. Так, вот мы подошли прям к конечному вопросу. Он, наверное, один из самых главных, я бы даже сказал. Потому что я сколько не слышу, сколько смотрю видосов на ютубе и так далее, какие-то стримеры постоянно рассказывают о том, что нужно, ну, и у каждого свое мнение. Вот я хочу услышать твое мнение. А, Какой минимальный сетап нужен для того, чтобы стримить, по твоему мнению? Чтобы вот прям сейчас начать стримить и чтобы, ну, я не знаю, чтобы людям, ну, не прям противно было это смотреть. Ты же не будешь там на Nokia 3310 условно стримить. М, Есть, короче, один стример, он, ну, русский, и он живет в Японии. Ходит, снимает там по Дима несколько Джапан, часов. по-моему. Да, Диман Джапан. Да-да-да. Вот, и у него какой-то Xiaomi тысяч за 15 рублей. Вот. Мгм. И вот даже такого телефона хватает для того, чтобы стримить вполне. Вот там смотрит по 500 человек, и вроде все заебись. Мгм. То есть здесь главное, чтобы у тебя какая-то мотивация была, желание, а не Вот, просто... да, какая-то творческая часть еще. Ну, чтобы твой контент вызывал какие-то эмоции. Мгм. Эмоции. Вот. Ну вот если Ну, мы, вот мы, вот в мы бы этом. прям сейчас с тобой вернулись там, ну, на то время, когда у тебя ни компа, ничего нет, то есть по сути можно сказать, что ты бы с какими-нибудь Xiaomi за 10-15 тысяч ты бы прям вывозил контент. Ты бы прям стримил. Ну, мне было мало лет, поэтому нет. Я был идиотом. Не-не, вот смотри, мы сейчас, допустим, возвращаемся до того порога, вот 16-й год, к примеру, да? Когда у тебя был первый стрим, у тебя Ага. никакого сетапа нет, у тебя есть только сотовый, ну, типа смартфон. Э, Типа, у тебя бы никаких проблем не возникло, чтобы ты просто, к примеру, врубил там, ну, допустим, мы сейчас берем этот год, 24-й, да, допустим, что тебе столько же лет, сколько и тогда было, ты врубаешь призму, и, то есть для тебя это, ну, считается достаточно. Ну, ну, вообще да, тогда да. Мгм. Это довольно важный вопрос, потому что я вот, опять же, сколько сижу, смотрю всяких различных стримеров, слышу разные мнения. Все говорят, что почему-то нужно там компы какие-то за 200 тысяч, кому-то еще что-то нужно. Вот я не знаю, если брать с точки зрения творчества именно. То есть, я не знаю, можно же, получается, с минимальными вложениями в стриминг уходить. Получается, мы все-таки к этому пришли. И, пожалуйста, если вдруг вы там думаете как-то начать стримить, не смотрите кучу мнений, просто, ну, купите какой-то телефон рублей за, я не знаю, 15, там, начните стримить на самый дешевый, потом посмотрите, как это работает. А, Большое спасибо, что пришел, я тебя не буду больше отвлекать. Скажи, пожалуйста, вот единственные пару вопросов, это уже, ну, мы сейчас закончили. Скажи, пожалуйста, у тебя, может быть, вопросы какие-то есть? Может, тебе понравилось, не понравилось? Как-то плохо, может быть, все организовано было? А, не знаю, я, наверное, месяца 4 назад думал о том, чтобы... Блин, прикольно было, что меня на такой подкаст позвали. И вот ты вот Мгм. нежданно-негаданно зовешь. Круто. Ну вот. То есть тебе все нормально, нравится и так далее. Ну, Да, за прикольно. исключением того, что там в чате пишут. Я даже потом приду Спасибо посмотрю. за бесплатный сеанс психотерапии. Да нет, я думал, знаешь, я думал даже, чтобы как-то этот... Мы там общались на протяжении часа условно, и на протяжении этого часа, к примеру, более обширно. То есть, я не знаю, в дискуссию какую-то входили и так далее, а не просто чтобы вот там брали ответ на вопрос,
есть это не как те шоу «Да-да, нет-нет», по-моему, называется, где ты просто задаешь вопрос, тебе чел говорит там, ну, типа, очень коротко отвечает. Вот. Но в любом случае, спасибо большое, что ответил, спасибо большое, что пришел. Так, в принципе, все. Я тебя больше не задерживаю. Нравишься. А? Ладно, все, шутка, извини. Спасибо. Давай, все, спасибо большое, что пришел. Давай, пока. Давай, удачи. Удачи.